Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Я рада вас приветствовать на своем канале «Мир рукоделия и творчества». Меня зовут Елена. Сегодня я предлагаю вам связать красивый ажурный узор. Узор связан крючком. Это основной узор для кофточки, которую вы видите на главном фото в превью, а также на слайдах перед видео. Вязать я буду из пряжи от Vita Cotton. Пряжа называется Orion. Может быть, кому-то интересно. Состав 77% мерсеризованный хлопок, 23% вискоза, в 50 граммах, 170 метров. И крючок номер 2. Вязать буду вот по этой схеме. Здесь представлено два вида схем. Первая схема — это основной узор кофты. Вот таким образом он выглядит в готовом уже образце. И второй вариант — это схема узора для обвязки горловины, низа кофты, а также манжетов рукавов. Я буду показывать мастер-класс на схему номер 1, а в конце видео я показываю, как вяжется узор номер 2 по схеме номер 2. Также есть выкройка на данную модель. Все схемы будут прикреплены в конце видео, а также вы можете их скачать и распечатать в группе ВКонтакте. Вступайте в группу ВКонтакте и Одноклассники. В группе ВКонтакте вы можете скачать и распечатать все схемы по моим мастер-классам. Группа открытая и открытый доступ для всех, а в группе Одноклассники вы можете выбрать, заказать и купить пряжу. Большой выбор пряжи. Подписывайтесь на группы, и подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых моих мастер-классов. Также очень полезная информация. Я делаю обзоры пряжи и распаковку заказов пряжи. Все это вы можете увидеть на моем канале. Рада каждому новому подписчику. Давайте приступим к вязанию легких нам петелек. Приступаем к вязанию образца. Читаем схему. Первый ряд вяжется слева направо по схеме. Отступаем в цепочке 1, 2, 3, 4, 5, 6. В седьмую петельку вяжем 1 столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки, пропускаем 2 петельки цепочки, вяжем 1 незаконченный столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, петельку пропускаем, 2 незавершенный столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, в 3 петельку цепочки провязываем 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, через петельку вяжем 2 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, в 3 петельку цепочки вяжем полустолбик с одним накидом. 1 петельку пропускаем, вяжем 2 полустолбик с одним накидом. 2 воздушных петельки, в 3 петельку цепочки вяжем 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька и заканчиваем узор 1 столбиком с одним накидом. Я набрала цепочку из воздушных петелек и приступаем к вязанию первого ряда. В седьмую петельку цепочки отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вяжу 1 столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька, то есть 2 воздушных петельки, пропускаем 2 петельки цепочки, в 3 вяжу 1 полустолбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, петельку пропускаю, во 2 петельку цепочки вяжу 2 столбик, полустолбик. 2 воздушных петельки, 2 петельки пропускаю, в 3 петельку цепочки провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, через петельку вяжу 2 столбик с одним накидом.
2 воздушных петельки, пропускаю 2 петельки цепочки и в третью провязываю 1 полустолбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, 1 петельку цепочки пропускаю, во вторую вяжу второй полустолбик с одним накидом. 2 воздушных петельки, пропускаю 2 петельки цепочки, в третью вяжу 1 столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька, 1 петельку пропускаю, вяжу второй столбик с одним накидом. Цветочки у нас будут формироваться по схеме там, где у нас есть 2 столбика, полустолбика с одним накидом. В этих полустолбиках будут формироваться между полустолбиками вот такие вот, назову я их цветочками. Так, я хочу связать 4 цветочка. Так, они мне будут располагаться здесь, здесь. То есть 2. Еще вяжем дальше. 2 воздушных петельки. Пропускаю 2 воздушных петельки в цепочке и в третью вяжу 1 полустолбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, во вторую петельку цепочки вяжу второй полустолбик с одним накидом. 2 воздушных петельки, пропускаю 2 петельки цепочки, в третью вяжу 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, во вторую петельку цепочки вяжу второй столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки, в третью петельку цепочки вяжу 1 полустолбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, во вторую петельку цепочки вяжу второй полустолбик с одним накидом. Так, должно у меня быть 4 полустолбика. Так, 1, 2, 3, 4. Так, снова проверяю. 1, 2, 3, 4 и заканчиваю ряд. 2 воздушных петельки, 2 петельки пропускаю и в четвертую вяжу 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и через петельку вяжу второй столбик с одним накидом. Второй ряд будем формировать цветочки, располагать их между столбиками с одним накидом. Вот первый ряд закончили вязать, приступаем к вязанию второго ряда. Вяжем второй ряд по схеме. Схему читаем справа налево. 1 воздушная петелька, 1 полустолбик с одним накидом, второй полустолбик с одним накидом. Вяжем воздушную петельку первого ряда. 3 воздушных петельки. Между полустолбиками с одним накидом первого ряда провязываем 3 пышных столбика между пышными столбиками по 1 воздушной петельке. 3 воздушных петельки, между 2 столбиками с одним накидом первого ряда провязываем 1 полустолбик с одним накидом. 3 воздушных петельки, между 2 полустолбиками с одним накидом провязываем 3 пышных столбика между пышными столбиками по 1 воздушной петельке. 3 воздушных петельки, воздушную петельку первого ряда провязываем 1 незавершенный столбик, полустолбик и второй полустолбик с одним накидом. Приступаю к вязанию второго ряда. 1 воздушная петелька, поворачиваю вязание и вяжу 1 полустолбик с одним накидом. Второй полустолбик с одним накидом. 3 воздушных петельки, 1, 2, 3. И между 2 полустолбиками первого ряда провязываю 3 пышных столбика с одним накидом. Между пышными столбиками вяжу по 1 воздушной петельке. Пышный столбик состоит из
2 столбиков с одним накидом с общей вершиной. 1, 2, 3 воздушных петельки. Между 2 столбиками с одним накидом провязываю 1 полустолбик с одним накидом. 3 воздушных петельки. Между 2 полустолбиками с одним накидом провязываю 3 пышных столбика с одним накидом. Между столбиками по 1 воздушной петельке. Три воздушных петельки. Между столбиками с двумя столбиками с одним накидом первого ряда провязываю 1 полустолбик с одним накидом. 3 воздушных петельки. Между 2 полустолбиками с одним накидом провязываю 3 пышных столбика с одним накидом. Между пышными столбиками по 1 воздушной петельке. Пышный столбик состоит из 2 столбиков с одним накидом с общей вершиной. 3 воздушных петельки. Между 2 столбиками с одним накидом первого ряда провязываю 1 полустолбик с одним накидом. 3 воздушных петельки. Между 2 полустолбиками с одним накидом провязываю 3 пышных столбика между пышными столбиками по 1 воздушной петельке. Три воздушных петельки и заканчиваем вязать второй ряд 2 полустолбиками с одним накидом. У меня во втором ряду получилось 4 цветочка. 1, 2, 3, 4. Закончили вязать второй ряд. Схему третьего ряда. Схема читает слева направо. 1 воздушная петелька, 1 полустолбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. В цепочку второго ряда провязываем 1 полустолбик, 2 воздушных петельки. Между воздушными петельками второго ряда провязываем по 1 столбику с одним накидом. Между столбиками 1 воздушная петля. 2 воздушных петельки. 1 полустолбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, 1 полустолбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, 1 воздушный столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, 1 полустолбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, 1 полустолбик с одним накидом. Приступаем к вязанию третьего ряда. 1 воздушная петелька, 1 полустолбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, и вот в арочку из цепочки из 3 петелек вяжем 2 полустолбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. Между пышными столбиками вяжем по 1 столбику с одним накидом. 1 воздушная петелька, 2 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, 1 полустолбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, 2 полустолбик с одним накидом, 2 воздушных петельки. Между пышными столбиками провязываем по 1 столбику с одним накидом, 1 воздушная петелька, провязываем 2 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки. Перед столбиком с одним перед полустолбиком второго ряда провязываем 1 полустолбик с одним накидом, 1 воздушная петелька,
второй полустолбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, между столбиками провязываем по одному столбику с одним накидом, провязала первый столбик, 1 воздушная петля, второй столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, 1 полустолбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, второй полустолбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, 1, 2, 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, второй столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, 1 полустолбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, и заканчиваем вязание 3-го ряда 1 полустолбиком с одним накидом. Закончили вязать 3-й ряд. Читаю схему 4-го ряда. 4-й ряд по схеме читается справа налево. 3 воздушных петельки, 2 пышных столбика, между пышными столбиками по 1 воздушной петельке, 3 воздушных петельки, между 2 столбиками с одним накидом вяжем 1 полустолбик с одним накидом, 3 воздушных петельки, между 2 полустолбиками с одним накидом вяжем 3 пышных столбика, между пышными столбиками 1 воздушная петля, 3 воздушных петельки, между 2 столбиками с одним накидом вяжем 1 полустолбик с одним накидом, 3 воздушных петельки, между 2 полустолбиками с одним накидом вяжем 2 пышных столбика, между столбиками 1 воздушная петля, и заканчиваем вязать 4-й ряд 1 столбиком с одним накидом. Приступаю к вязанию 4-го ряда. 3 воздушных петельки, 1 пышный столбик из 2 столбиков с одним накидом с общей вершиной, 1 воздушная петелька, второй пышный столбик, состоящий из 2 столбиков с одним накидом с общей вершиной, 1, 2, 3 воздушных петельки, между 2 столбиками с одним накидом 3-го ряда провязываю 1 полустолбик с одним накидом, 3 воздушных петельки, между 2 полустолбиками с одним накидом провязываю 3 пышных столбика, между пышными столбиками вяжем по 1 воздушной петельке. Два пышных столбика провязала. Так, 1 воздушная петелька, вяжу 3-й пышный столбик. 3 воздушных петельки, 1, 2, 3. Вяжу 1 полустолбик с одним накидом между 2 столбиками с одним накидом предыдущего ряда. 3 воздушных петельки, между 2 полустолбиками с одним накидом провязываю 3 пышных столбика из 2 столбиков с одним накидом, между пышными столбиками вяжем по 1 воздушной петельке. Три воздушных петельки, между 2 столбиками с одним накидом вяжем 1 полустолбик с одним накидом, 3 воздушных петельки, между 2 полустолбиками с одним накидом вяжем 3 пышных столбика с одним накидом, между пышными столбиками по 1 воздушной петельке. Три воздушных петельки, между столбиками, 2 столбиками с одним накидом предыдущего ряда вяжу 1 полустолбик с одним накидом,
3 воздушных петельки и завершаем вязание 4-го ряда 2 пышными столбиками из 2 накидов. Между пышными столбиками 1 воздушная петелька. И заканчиваем одним столбиком с одним накидом. Связали 4 ряда. Приступаем к вязанию 5-го ряда. Читаю схему. 3 петельки подъема, 1 воздушная петелька, 1 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, 1 полустолбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, 2 полустолбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, 1 столбик с одним накидом, воздушную петельку цветочка, 1 воздушная петелька, 1 столбик с одним накидом, воздушную петельку, 2 воздушных петельки, 1 полустолбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, 2 полустолбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, 1 столбик с одним накидом, вершину воздушной петельки, то есть вершину цветочка, 1 воздушная петелька, и заканчиваем вязание 1 столбиком с одним накидом. Приступаю к вязанию 5-го ряда. 3 воздушных петельки подъема, разворачиваю вязание, 1 соединительная петелька и вяжу 1 столбик с одним накидом между 2 пышными столбиками. 2 воздушных петельки, 1, 2. Между полустолбиком с одним накидом провязываю по 2 полустолбика с одним накидом. Первый полустолбик, 1 воздушная петля, 2 полустолбик с одним накидом. Две воздушных петельки, 1, 2. Между пышными столбиками воздушную петельку провязываем 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, между столбиками, пышными столбиками провязываю 2 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, перед полустолбиком с одним накидом провязываю 1 полустолбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, после полустолбика с одним накидом провязываю 1 полустолбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, между первыми 2 пышными столбиками провязываю 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, провязываю 2 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, перед полустолбиком предыдущего ряда провязываю 1 полустолбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, после полустолбика с одним накидом провязываю 2 полустолбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, между 2 пышными столбиками вяжу 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, провязываю 2 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, то есть перед полустолбиком с одним накидом вяжу 1 полустолбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, после полустолбика с одним накидом вяжу 1 полустолбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, вяжу 1 столбик с одним накидом между пышными столбиками и заканчиваю вязание 1 воздушная петля и 1 столбик с одним накидом. Связали 5 рядов в высоту. Читаем схему 6-го ряда. 1 воздушная петля, 2 полустолбика с одним накидом, 3 воздушных петельки, вяжем 3 пышных столбика между 2 полустолбиками с одним накидом, между пышными столбиками по 1 воздушной петельке,
3 воздушных петельки, 1 полустолбик с одним накидом между двумя столбиками с одним накидом предыдущего ряда. 3 воздушных петельки, между полустолбиками с одним накидом провязываем 3 пышных столбика, между пышными столбиками по 1 воздушной петельке. 3 воздушных петельки, 2 полустолбика с одним накидом. Приступаем к вязанию 6 ряда. 1 воздушная петелька, 1 полустолбик с одним накидом, 2 полустолбик с одним накидом, 3 воздушных петельки, 1, 2, 3. Между двумя полустолбиками с одним накидом провязываю 3 пышных столбика между пышными столбиками по 1 воздушной петельке. 3 воздушных петельки, 1, 2, 3. Между двумя столбиками с одним накидом вяжу 1 полустолбик с одним накидом. 3 воздушных петельки, между двумя полустолбиками с одним накидом вяжу 3 пышных столбика с одним накидом. Между пышными столбиками по 1 воздушной петельке. Три воздушных петельки, 1, 2, 3. Между двумя столбиками с одним накидом вяжу 1 полустолбик с одним накидом. 3 воздушных петельки, между двумя полустолбиками с одним накидом вяжу 3 пышных столбика с одним накидом, между столбиками по 1 воздушной петельке. Три воздушных петельки, 1, 2, 3. Между двумя столбиками с одним накидом провязываю 1 полустолбик с одним накидом. 3 воздушных петельки, между двумя полустолбиками с одним накидом провязываю 3 пышных столбика с одним накидом. Между пышными столбиками по 1 воздушной петельке. Три воздушных петельки, заканчиваем вязать двумя полустолбиками с одним накидом. Довязали до конца 6 ряда. Следующие ряды я буду вязать за кадром. Связала я образец. Вот такая красота у меня получилась. В ширину 4 цветочка, в высоту было связано 17 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 цветочков в высоту. Давайте измерим размеры связанного образца. Может быть, они вам помогут высчитать нужное количество петелек для вязания изделия, кофточки либо топа. Значит, ширина 12 сантиметров, 12,5, если быть точной. Высота 17 рядов, около 12 сантиметров, то есть 11,8 сантиметров. Образец я отпарила после вязания. Вот таким образом он выглядит. Вязала я из пряжи Орион. Состав 77% мерсеризованный хлопок и 23% вискоза. Метраж у пряжи 170 метров в 50 граммах. И крючок номер 2. Со своей стороны я рекомендую использовать для вязания данного узора пряжу не больше 170 метров. То есть можно вязать и метраж у пряжи 150-120 метров в 50 граммах.
Вот здесь вот был связан мной пробный образец из пряжи Коко, Vita Cotton Coco, у которой в 50 граммах 240 метров. Вот таким образом выглядит образец, связанный из пряжи, метраж которой 240 метров в 50 граммах. А вот таким образом выглядит образец, связанный из пряжи 170 метров в 50 граммах. Здесь хлопок с вискозой, а здесь 100% хлопок. Сравните образцы и напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какой образец смотрится лучше. Связанный в мастер-классе метраж из пряжи Орион, метраж 170 метров, либо из пряжи Коко, метраж 240 метров. Я выбираю образец, и связанный из пряжи Орион от Vita Cotton. То есть два одинаковых производителя, но метраж у пряжи разный. Вот здесь вот вязаный образец, он более такой, он поплотнее. А вот здесь более такой мягче, тоньше, ажурнее. Из пряжи Коко подойдет вариант на жаркое лето. Вот, связать топик, маечку, кофточку. А на прохладное лето, на жаркую весну, на теплую весну, можно связать из пряжи, которая имеет метраж более, то есть меньше метражом. Схема и выкройка кофточки, а также обработка горловины и низа кофточки будет в конце видео. А также вы можете вступить в группу ВКонтакте. Ссылка на группу будет в инфобоксе в описании под видео. И в шапке моего канала вы можете вступить в группу. И там тоже я выкладываю видео мастер-классы и схемы, которые можно скачать и распечатать. И вязать уже и по схемам, и по видео мастер-классам. Перед тем, как вязать кофточку, то есть данной модели, обязательно свяжите из пряжи пробный образец от партии, то есть постирайте, высушите на горизонтальной поверхности образец от партии через марлечку или тряпочку, и после этого уже вы можете определить необходимое количество петель для вязания кофты либо топа, чтобы не ошибиться с расчетами. Вот выкройка здесь представлена. Вы можете создать свою выкройку на свой размер. И обязательно рекомендую вам все-таки вязать по выкройкам, чтобы вязаное изделие на вас прекрасно смотрелось и было вам и подходило вам по размеру. Я всегда делаю выкройки, либо вяжу по шаблону, по той, допустим, топу, либо кофточке, которая на мне идеально сидит. То есть это моя рекомендация и совет вам. Обязательно делайте выкройку будущего изделия, либо вяжите по уже шаблону, который вам подходит по размеру. Я надеюсь, мастер-класс вам понравился и был доступен. Вот здесь вот, кстати, 6-й ряд я связала вместе с вами в видео, а 7-й ряд и последующие ряды до 17-го ряда я вязала за кадром. 7-й ряд это повторение 3-го ряда, 8-й ряд повторение 4-го и так далее. Низ и горловину обвязывается по схеме номер 2. Здесь вяжется все довольно-таки просто. По условным обозначениям это один пышный столбик, состоящий из 3 столбиков с одним накидом с общей вершины. И между пышными столбиками провязываем по одной воздушной петельке. А вот этот элемент это 3 столбика с 2 накидами с общей вершиной. Такой элемент мы уже с вами вязали, но только с 2 столбиками с одним накидом.
Как вяжется вторая схема, я показывать не буду, потому что здесь и так все легко и просто. Также хочу вам сказать, что много пишите в комментариях, чтобы я с вами связала полностью, показала мастер-класс по вязанию той либо иной модели, которую вам понравилась. Давайте с вами устроим голосование на канале. И та модель, которая наберет наибольшее количество голосов, ту модель я свяжу и сделаю полный обзорный мастер-класс. Ставьте пальчики вверх, если вам понравился мастер-класс и, допустим, кофточка либо топ. Я уже потом по количеству лайков буду выбирать те модели, которые буду предлагать вам к голосованию. С вами была Елена. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу в Одноклассники, ВКонтакте. В Одноклассниках вы можете выбрать, в группе Одноклассники вы можете выбрать пряжу. Также можете получить консультацию по выбору пряжи и заказать ее. А в группе ВКонтакте я выкладываю все схемы вязания на мои мастер-классы. Обязательно подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых мастер-классов. Всем пока-пока, до новых встреч на новых мастер-классах.